Давай перейдем к вопросу, который вчера значительную, ну, скажем так, какую-то часть украинских наших сограждан свел с ума. Почти свел с ума. Вопрос того, что же произошло в Вашингтоне, значит, почему предсказанное Гордоном перемирие, в общем-то, не произошло, и, в принципе, были ли вообще какие-либо предпосылки для того, чтобы говорить, что кто-то там что-то с кем-то встречался, что-то делал там и так далее, и так далее, и так далее. Давайте развеем мифы. Первое. Патрушев не может вести никаких переговоров внешне. Патрушев – это секретарь Совета национальной безопасности или Совета безопасности Российской Федерации. Он целиком отвечает за внутренние вопросы, связанные с, в первую очередь, силовым блоком России. Переговорщики во внешнем мире там либо Путин, либо министр иностранных дел, либо первый зам главы администрации президента по внешним вопросам Дмитрий Козак, который принимал участие в нормандском формате, в Минском и так далее, и так далее. Так вот, никакие другие люди не ведут внешние сношения в Российской Федерации. Вечно рассказки, что Патрушев там наследник, он все решает. Молодой Патрушев там он вместо Путина, и Патрушев там управляет, дергает за ниточки. Это не так. Не так и настолько далеко не так, что как бы люди даже не представляют себе насколько. Раз. Второе. Путин с Трампом не встречался, потому что это прямо запрещено американским законодательством, и такое предложение не могло последовать ни в каком варианте. То, что сейчас, если Трамп сейчас встретится с Путиным, будет двухсторонний контакт, либо с кем угодно, включая руководителя островов Науру и Ниберу, это будет квалифицироваться примерно как госизмена в Соединенных Штатах. Ну, чтобы сейчас не вдаваться в юридические подробности, а все контакты, которые осуществляет новая администрация, переходный период осуществляется в присутствии либо с ведома старой администрации. Поэтому невозможно сейчас никакие договоренности. Возможны встречи, например, на событиях, подобных открытию Нотр-Дам-де-Пари, там было 60 действующих и бывших президентов. Они, конечно, приехали, они, конечно, разговаривали, но это не двухсторонние встречи, и уж тем более не создание каких-то там консультаций, предварительное заключение соглашений. И второе. Третье. Люди, которые распространяют эти слухи, либо не знают, либо специально вводят в заблуждение наших зрителей, не понимая, как работает протокол и как реально работают эти вещи. Прежде чем два лидера встречаются, обычно идет многомесячная подготовка. Даже в самом ускоренном варианте это месяц-два, которая согласовывает 95% встречи. То есть, когда лидеры встречаются, 95%, 98% уже согласовано. Уже есть проект итоговый документ. Они переподтверждают какие-то пункты, переуточняют. Возможно, есть один-два пункта, по которым есть несогласие, они решают это. Продолжить консультироваться, либо договариваться на месте, тоже уже с вариантами приезжают. Это да, но вообще любой итоговый документ и встреча готовы всегда на 95-98%, иначе они просто не будут съезжаться. О чем сейчас говорить Трампу и Путину, если Трамп еще месяц назад, вернее, 1,5 месяца назад победил всего лишь, ну хорошо, уже 2. Они бы просто ничего не успели, даже если бы это было такое разрешение. Поэтому Трамп, как кандидат, очень многое себе позволял, но сейчас он уже выбранный президент США, и он ведет себя крайне осторожно. И многие позиции, заявления, которые он сказал по внешним и внутренним вопросам, уже пересматриваются, уже это пресса отметила, уже есть соответствующее заявление. И он точно ничего не будет нарушать из порядка взаимодействия как бы новой выбранной администрации со всеми внешними игроками, тем более с Путиным. Поэтому любые серьезные переговоры с Путиным, даже любые серьезные консультации смогут начаться только с 20 января. Заметьте, Келлог, его представитель, 80-летний генерал, который спецпредставитель Трампа, уже назначенный по урегулированию, как они говорят, украинского кризиса, едет в январе в Киев, а про Москву ничего не анонсировано, потому что он права не имеет до 20 января всерьез заниматься этой темой. Ну и все эти измышления в отношении самолетов. Есть спецотряд России, который возит там государственных деятелей, дипломатов, силовиков российских и так далее. Летный отряд. Вот его самолеты, можете посмотреть в архивах флайт-радара, всегда прилетают в одно и то же время, улетают из Америки. Прилетают в Америку и улетают, увозя дипломатов, членов их семей. А к 14 числу января они всегда возвращают обратно на место работы. Это из года в год происходит, и нынешние полеты, они ровно такие же, ровно этого же касаются. Поэтому все попытки строить на этом конспирологию. А уж тем более заявления по типу «да, встречались, там, Патрушев был, с ним не договорились, Трамп понял, с кем он имеет дело, поэтому даст нам очень много оружия, и война продолжается», это все попытка деморализовать ту часть украинцев. И не только украинцев, которые хотят остановки войны.
То есть это информационно-психологическая операция, я иначе не могу это квалифицировать, проведенная против собственного населения накануне Нового года. Кем проведенная? Ну, властью, конечно же. Мне тут в комментариях многие пишут, так Дмитрий Гордон не власть. Друзья мои, спикеры такого масштаба, а Дмитрий, как ни крути, спикер номер один в Украине, в публичном пространстве, не обремененный должностями, по охватам, по объемам, по влиянию и так далее, никогда не могут быть заявления такого рода, никогда не могут быть просто так, потому что ему так захотелось. То есть ты хочешь сказать, что это была спецоперация? Однозначно, это спецоперация против той части украинского населения, которая голосует за мир и хочет мира в ближайшее время. А это значительная часть соотечественников. Даже по официальным вопросам это больше 30%. А по-хорошему может быть и больше. Просто против них провели информационно-психологическую спецоперацию, что, между прочим, прямо запрещено законом Украины, психологическое воздействие на собственное население. Видно, телемарафона не хватает, поэтому решили добавить тяжеловесов, да еще на Новый год влупить, что вот-вот это должно быть. Вот, как Трамп разочаровался, и теперь, конечно, настраивайтесь на долгую войну. А в реальности с точностью да наоборот, судя по всем заявлениям Трампа, гласным, и которые таксисты пересказывают, там есть очень жесткий настрой с 20 января заняться Украино-российской войной, как они говорят, конфликтом, используя все доступные президенту США или почти все способы и средства. Очень жестко он настроен прекратить эту войну. Поэтому рассказки, что они разочаровались в позиции Москвы и будут нам давать много вооружений, а война будет продолжаться, ребята, это настолько далеко от действительности, что уже на преступление смахивает информационное для меня лично, а не просто там на неудачную новогоднюю шутку или обычное информационное передергивание. Это спецоперация против партии мира, которая есть в Украине. Все очень просто.